Мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у нас вот такой вот шарф «Не потеряй-ка». Отношусь к тем людям, которые теряют зонты и шарфы, и перчатки. Вот почему-то всю жизнь зонты — это вообще больное место. Я его всегда, где приду, там оставлю. Вот всю жизнь. И шарфы. Ну, платочки, шарфы. И вот такой у нас сегодня шарф «Не потеряй-ка». Мастер-класс для новичков. Кстати, девчонки, кто совсем новичок и хотел бы грамотно стартануть в вязании, грамотно вязать, то есть изначально, я выпустила свой новый дебютный курс. Это будет серия мини-курсов по разным узлам вязания. И вот этот первый мой мини-курс — это вязание с нуля. То есть кто совсем новичок и делает вязание в первые шаги, добро пожаловать. Научу, как правильно начать, с чего начать. Основным аспектом, это, поверьте, очень важные аспекты, исходя из моего опыта. Это не только вязать лицевую и изнаночную, поверьте, это не самое главное в успешном вязании. Вот, чтобы я долго не рассказывала, пожалуйста, перейдите под ссылочкой под видео в описании, либо в первом закрепленном комментарии. Я оставлю прямую ссылку на лендинг, где вы подробно прочитайте, что в этом курсе, что туда входит, чему вы научитесь, что мы будем проходить, в каком формате и насколько сохраняются материалы, и что остается вам. Вот, все интересующие вас вопросы, я думаю, вы там найдете ответы, тем более, что внизу там блок «Ответы на часто задаваемые вопросы». Вот там вот вы можете почитать, узнать, если вы новичок и заинтересовались этим курсом. Я знаю, что большинство моих девочек умнички, красавицы, красавицы все, вот, но умницы тоже все, но все на разных уровнях, поэтому кто в начале пути, пожалуйста, буду рада, если вы продолжите этот путь со мной. И я уверена, что вы будете вязать очень крутые вещи, такие как девочки наши вяжут в совместниках, а то и лучше. Вот, поэтому всех жду, новичков. Прежде чем бежать и покупать, потому что я знаю, у меня и таких очень много. Они покупают, а потом думают. Вот, поэтому, девчонки, все перешли на сайт и почитали внимательно, что входит в этот курс. Вот, для того, чтобы понять, нужны вам эти знания или не нужны вам эти знания. Вот, а я продолжаю. Значит, что у меня с этим шарфом «Не потеряй-ка»? Я вязала из остатков буклированной, и один моточек у меня был, вот она моя буклированная пряжица на бобинке. Тут вы можете взять какие угодно остатки. И пайетка на полиэстере, вот она дала такой вот, чуть-чуть утяжелила этот шарф. Кстати, мне не понравилось, что она серый такой оттенок грязный дала. Ну, вот что, как есть, так есть. Разноцветная пайетка здесь. Ну, это знаю я, что оно отличается. Да, вот видите, вот самой нити, ну, тут понятное дело, серебро. Вот. В миксе получилось вот так вот. На что мы основываемся? На плотность вязания 10 сантиметрах 13,3 петель ориентировочно и 10 сантиметров 14,6 рядов. Кстати, в моем первом курсе мы работаем, я учу вас работать с плотностями, с тестовым образцом, с плотностями вязания и так далее. Значит, конструкция вот такая вот, то есть этот шарф вверху вот такой вот цельно вязаный, потом он разделяется на два вот такие полотнища. Вот эту часть вы можете, я сейчас немного расскажу, потому что по факту само вязание там не так сложно, все это займет у меня 5-6 минут видео там в конце. Вот. Значит, вот эту трубу вы можете сделать выше и делать ее, допустим, с отворотом. Это я уже потом, ко мне пришло озарение, что надо было выше. А вам я озвучиваю, чтобы вы понимали, как вы можете это все варьировать. Ширина у меня 30 сантиметров.
Вот, и окружность как раз по голове, вот если одевать как, ну, на голову, как эту трубу, да, или как она, труба ж называется, да. Вот, но мне не хватает немного вот здесь, вот этого расстояния, то есть если вы планируете носить это и на голову в том числе, то сделайте здесь хотя бы 20 сантиметров, да, чтобы при ношении как шарф вы здесь могли сделать отворот горловины. И если вам нужно одеть на голову, то вы прекрасно оденете, шарфом обернетесь. Вот такой вот нюанс. Далее полотно сначала это вяжется в круговую, далее разделяется на два одинаковых шарфа. Вот, и вяжется на нужную длину. У меня это 130 сантиметров, что не факт. Возможно, у вас будет мягче пряжа. Вот задумка моя была длиннее связать, метров 150-170, и на концах завязать узел. Либо вы можете вот эти, как их сделать, бахрому. Вот тут, вот мне что-то видится, он с узлом в конце. Вот. Вот, и, наверное, надо было мне все-таки вязать с узлом в конце. Но ничего страшного. Я, во всяком случае, могу вам озвучить, а вы уже варьируйте, как хотите. Бахрому, помпоны сюда, да что угодно. Как угодно можно это все дело украсить. В своем варианте, я думаю, вот буклированная пряжа и пайетка. Идеальное сочетание. И как бы недешево выглядит. Тепло, уютно. Красиво выглядит. Все, что нам еще нужно. Итак, мы начинаем вязание. Всех новичков жду у себя на курсе. Веду его лично я. Это будет мое личное сопровождение. Будет чат, в котором мы будем общаться. Поэтому всех жду, девчонки. Новичков, я еще раз повторяю, не спешите покупать, потому что уровень у всех разный. Вот, а мы начинаем вязать. Итак, на одну спицу набираем 81 петлю. Одна петля для замыкания в кольцо. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Итак, 81 петля. Делаем узел. Я всегда делаю узел. Вот. И замыкаем в кольцо. Для этого выравниваем все петельки, чтобы у нас не перекрутились. Стыкуем их. Перепроверяем. И последнюю, вернее, петлю одеваем на левую спицу. И вот первую петлю одеваем на эту последнюю. Для этого нужна 81 петля. Одна у нас именно для соединения. Она сокращается. Вот. И теперь мы продолжаем вязание лицевыми петлями. По кругу теперь вяжем. Мы замкнули колечко в круг и вяжем лицевыми петлями. Итак, девчонки, я провязала 26 рядов в сантиметрах. Сейчас я вам скажу, сколько это будет в сантиметрах. Это будет 12 сантиметров. Можно больше, можно меньше, но, если честно, 13, да, 13 сантиметров. Два ряда в одном сантиметре. Теперь я буду разделять на 2 детали по 40 петель. То есть уже буду вязать хвосты этого шарфа. Я беру спицу, здесь я на этой леске оставлю, или эту оставлю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9,
10, 11. Ой. $40. Вот. Я вот здесь вот эти оставлю, а те буду вязать. Так. С заглушками. Так, все. Теперь я вяжу эти, оставляю 40. У меня осталась вот эта вторая половина. Я ее вяжу ровно, при том, что кромочную я вяжу лицевой для меньшего закручивания. Вот. Я продолжаю вязать поворотными рядами вот эту часть. Итак, провязано у меня 190 рядов в сантиметрах по схеме, посмотрите, и я закрываю все петли. Вот это число длины, это у каждого индивидуально. Вы можете хотеть больше, длиннее, короче, это на ваше усмотрение. Вот. И классическим способом я закрываю все петли. Так, все, в конце обрезаем. Далее мы вяжем вторую часть. Берем ниточку, провязываем. И вяжем вторую часть точно так же, на ту же длину. Я вот здесь вот сделаю таким вот образом. Провязываю первую петлю, а вторую петлю вот эти соединяю с хвостом и провязываю. И у нас не будет никаких узлов. Ну, вот теперь таким вот образом я вяжу вторую часть. Первая у меня уже связана. Точно так же делаю кромочную лицевой, чтобы минимизировать скручивание. И вяжу далее. Отправляем ниточки. Ну вот и все. На этом наш мастер-класс закончил. Вяжите, носите. Прекрасная эксклюзивная вещица получается. Необычная и красивая.